Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро-прогноз, что ждет в ближайшее время, что или кто идет в вашу жизнь и ориентир декабрь 2025 года. Хотя за счет ретро-урана, планетарный транзит, это, скорее всего, будут те события, которые могут иметь продолжение в январе, а то и до 4 февраля. Но все же, декабрь. Какие события, какие люди придут в вашу жизнь? Давайте с вами узнаем. И вначале у нас карты пасьянса, которые говорят именно о событиях. Потом мы дополним колодой Таро. И у нас сегодня ангелы-хранители. Очень люблю эту колоду, правда, редко делаю на ней прогнозы. Но давайте посмотрим. Декабрь. Месяц особенный. Где-то и судьбоносный, и переменчивый. Может сопровождаться как и паузами, так и ускорениями, мои дорогие. Ну, давайте узнаем. Останемся реалистами, конечно. Потому что любой расклад, прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Ну, и если мы говорим о событиях, переложите на свою жизнь. Какие подсказки вам хотят принести или донести карты? Как это где-то перекликается с тем, что происходит сейчас, ну и планами на будущее. Итак, смотрим. Прочный союз, мои дорогие весы. Это может быть кольцо, да? Это может быть, конечно, и личная жизнь. Но это может быть любой союз с каким-то человеком. Но какая-то знаковая персона. Нам не говорят, конечно, кто это. Поэтому у кого-то, повторяюсь, это любовная история, а у кого-то это рабочие контакты. Но это явно что-то судьбоносное, потому что продолжение следует и как будто открытый путь. Я не исключаю, может быть, это и знакомство, хотя об этом нам карты не говорят. Давайте узнаем поподробнее. Ну вот если мы говорим ключ и вспомним карту Таро. Карта Таро – это у иерофанта, ключи в руках, правильное взаимодействие. И значит, у вас действительно декабрь месяц может быть очень судьбоносным. И подтверждает колчан со стрелами полное исполнение желаний. Я не берусь судить, насколько оно будет полное, поэтому останемся реалистами. Но тем не менее это так звучит, потому что есть еще корабль, но он у вас пока не совпал. Посмотрим еще в крайнем ряду, в самом нижнем. Но уже полное исполнение желаний говорит о том, что радость, безусловно, будет. Что-то вас не просто вдохновит, а как и путь открывает. Может быть, выбор какого-то направления. И причем не в одиночку, а здесь есть явно союзники или партнеры. Смотрим дальше. А ведь и правда у кого-то может быть новое знакомство. И может быть это деловая сфера. Вот смотрите. Цыганка. Наверное, поэтому так и называется наш пасьянс, потому что художник изобразил цыганку. Но вообще значение идет как лицо. Это какой-то новый человек или та персона, которую вы еще недостаточно хорошо знаете. И выпадает еще листва. Листва – это ожидание. Может быть, это вы ожидаете каких-то вестей от конкретного человека. Правда, у кого-то проиграется в сфере ваших достижений. Вы можете, конечно, и сомневаться. Тут разные такие мотивы могут быть. Но как будто победа. То, чем вы сейчас занимаетесь, правда, какую-то победу приносит исполнение желаний и победа. Смотрю, что у вас еще совпало. И вы знаете, я должна сказать, вы по какому-то поводу можете тревожиться. Может быть, по поводу этого союза, надежен, ненадежен. Или эта контактная персона может обозначать, что вы не уверены в каком-то человеке, и вот эти скрещенные мечи – это у нас тревога, вы тревожитесь. Получится осуществить какой-то проект или нет. И, может быть, этот проект, кстати, связан с перемещением, потому что иногда это как не просто открытый путь, жизненный путь, а у кого-то это может быть переезд или какое-то планируемое даже путешествие. И вы просчитываете, на кого могу опереться, да, например. А если вы переезжаете в совершенно новую местность, где у вас нет ни знакомых, ни друзей,
никаких контактов, то вы тут будете устанавливать, да, для себя определенные возможности, что-то как какую-то траекторию просчитывать, где остановиться, жить, как перемещаться. Вот тут тоже какие-то могут быть такие моменты, когда, тем не менее, как будто вы не в одиночку идете. Есть то лицо, ну, нам не говорят, что оно доверенное, но тем не менее какой-то контакт у вас явно на определенный период времени будет продолжен, потому что прочный союз. Ну, может быть, мало-помалу где-то и отношения развиваются, и поначалу были сомнения, а потом с течением времени люди узнают друг друга лучше, и этот контакт переходит в дружбу. Нам здесь не совсем про любовь, тут больше именно как дружба, даже если это личная жизнь, значит, это не просто страсть, а тут, когда взаимопомощь, взаимовыручка, вот этот союз. Может быть, и интерес, а почему нет? И пока я с вами говорила, проверяю, что мы можем еще соединить. И, вы знаете, вот удивительный расклад тем, что нет таких значений, которые как предупреждающие. Например, как колокол, да, это неожиданное известие. Или какие-то, ну, такие не очень приятные моменты, когда вот, например, нож совпадает, это у нас там ссора. Ну, если даже вот эти скрещенные мечи, тревога, это больше касается нашего восприятия, мои дорогие весы. Также нет, к примеру, сердечной тяжести, вот какой-то все равно, ну, сомнения, наверное, каждому из нас. В той или иной мере свойственны, и нет закрытых путей. Это ведь тоже немаловажно. Давайте мы продолжим наш расклад на колоде Таро ангелов. С чем или с кем будут связаны события будущего? Что вас ждет? Чего вам ждать от этого периода? Что вас ждет, мои дорогие весы? Ух ты! Тут Земли начало. И вообще по этой карте у нас идет процветание. Но это буквально, знаете, как само по себе начало какого-то следующего проекта, жизненного этапа, который более удачный, который может быть более такой насыщенный, с большим оптимизмом, когда мы смотрим уже в будущее, ну, как бы и имея какой-то базис. И с другой стороны, мы понимаем, для чего мы это делаем, и видим свои перспективы. Из-за этого складывается как раз вот это благополучие, благосостояние, и буквально ну, где-то денежный доход, причем с таким хорошим эквивалентом. Возможность тут так и прописано. Ваши ресурсы. Не случайно мальчик нам изображен с книжкой под мышкой. Это где-то подразумевает, ведь начало туз как единица. Может быть, это то зернышко, которое мы садим в землю, чтобы получить денежное дерево или вырастить его, значит, за ним придется ухаживать. Вам явно придется что-то изучать или искать какую-то информацию. Знаете, это карта и вдохновения, и ресурсов, как я сказала. Но это самое главное, есть какой-то материальный эквивалент. Вы знаете, не просто, как вот я подумал и забыл, да, к примеру, а что вам нужно делать. Вот здесь какая-то траектория, пусть первые шаги для вас в чем-то проясняются, и это декабрь. Сама по себе, кстати, возможность, которая приходит с какой-то информацией или новостью. Возможно, это будет получение важной бумаги, документа или согласование, но тоже это как новый жизненный этап, новый, более счастливый период жизни. Вот в этой колоде удивительное значение имеет туз Пентаклей или туз Земли. Что ждет еще? Будущее. Тройка жезлов. Любая тройка – это всегда карта будущего. Но вот мы сейчас находимся в какой-то определенной еще точке. Нам еще предстоит словно запрыгнуть на этот корабль. А корабль – один из символов Меркурия, поэтому для вас будет много разной информации. Может быть, это у вас работа с большим потоком информации или с большим количеством людей связана. И тогда скучать вам будет некогда. Но тут вы можете сами искать более достоверную информацию, или вот, как я говорила, в зависимости от ваших намерений, вам как будто нужно, может быть, что-то на будущее и просчитать. И карта, она предусматривает, что мы как будто можем остановиться, ну, как на очень короткий момент.
Но не просто остановка, как пауза, и мы вот так расслабились, ничего не делаем. Нет, мы анализируем. Объективно видим причины. За и против. Потому что здесь вот именно рациональное какое-то более мышление с учетом именно в этой колоде карт значений. Потому что мы как будто куда-то собираемся. Но прямо сейчас нам нужно продумать, все ли мы с собой взяли в будущее. Может быть, вот этот такой самоанализ с позиции, что вы не хотите продолжать, ведь это тоже может карта предусматривать. Порядок, порядок в мыслях, порядок в действиях, может быть, какой-то тезис, план, мои дорогие. И вот в этой колоде не в каждой карте присутствует либо значение ангелов, ну буквально он прорисован, или крылья. Вот здесь волшебный корабль, возможности. Вот именно возможности какие-то идут в вашу жизнь. Будьте внимательны к декабрю месяцу. Может быть, идет такой надежный человек, а у нас здесь прочный союз. И это королева земли или королева пентаклей. Это добрый человек. Тот, который, ну, где-то готов помочь в трудную минуту. Но больше это нам говорят о практике. Может быть, и о вашей практике. Может быть, это вам, мои дорогие, придется где-то на себя примерить образ, да, человека, который, с одной стороны, ведь свойственно королеве Пентаклей, ну, знаете, как и творчество. И вы, мои дорогие, творческие люди. Но сила именно королевы Земли в том, что она ментально сначала задумала какой-то план, а потом она его просчитывает. Она сама, опираясь именно на собственные ресурсы и возможности, она этого создает в жизни, в реальной. Может быть, и у вас будет такой человек, который рожден, и мы не привязываемся к полу, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. И человек может этого даже не знать, потому что, ну, не всегда люди знают именно точное время рождения, согласитесь. Но это те, которым мы можем доверять. Иногда проходят именно наши близкие, как наша семья. Может быть, и вопрос касается семьи. Вот смотрите, нам тут про любовь вообще-то говорят. Поэтому для кого-то вопросы любви, вопросы пары. Может быть, переводы отношений на новый уровень. А может быть, это уже с партнером куда-то путешествие какого-либо. Партнерские отношения сами по себе. Но это карта, когда мы понимаем друг друга не без слов. Когда мы учимся понимать друг друга. Может быть, по этой карте вам и придется где-то, все же мы все разные, когда двое людей сходятся вместе. Вот тут, наверное, и начинаем мы изучать, что, по сути, мы ведь, в общем-то, два разных человека. И от того, как мы сумеем услышать друг друга, сумеем взаимодействовать, от этого зависит какой-то союз. Но эта карта, безусловно, очень добрая. Это карта баланса, это где-то не без этого дипломатии и, знаете, стабилизации, я бы сказала, может быть, в отношениях. Или пусть это даже партнерские отношения, которые касаются, как какая-то есть персона, которая вам помогает, вот именно вам совершить, довести дома какие-то дела. Но тогда вы останетесь довольны. И для вас все равно какой-то знаковый период, судьбоносный, декабрь. С чем или с кем еще будут связаны события будущего? Ну вот, наверное, знаете, самое главное – не подзастрять в своих собственных предубеждениях. Так тут и прописано эгоцентризм. Или когда мы, ну, так знаете, с нашим предубеждением к чему-либо или к кому-либо относимся, и мы словно вот эту возможность не видим. Обратите внимание, кубок с крыльями, кстати, это подчеркивает судьбоносность момента. Здесь может быть и предложение, может быть, это банально просто то, что вы слышите в средствах массовой информации. Но тогда вам это нужно как-то переложить на свою жизнь. Тут может быть как предвидение, будет подсказка или нужная информация. Декабрь темой отмечается, что ничто не происходит случайно. Будь то новости, будь то информация. И неважно, может быть, это вам человек принесет эту информацию, а может быть, как я говорила, средства массовой информации. Может быть, это и ваши где-то планы, которые вот нужно будет как-то скорректировать. А мы можем вот словно упереться и сказать, ничего я не хочу. Вот в моем представлении должно быть так. А и как будто карта наглядно демонстрирует. Тогда ты рискуешь остаться
в прежнем состоянии и смотреть на эти 3 как бы пустых кубка, когда уже какая-то история проиграна. Тут ведь возможность, которая приходит совершенно с другой стороны. Человек и не оборачивается, и не смотрит наверх. Он просто смотрит вниз. Ну вот, видимо, заметить, давайте так скажем, с чем или с кем будут связаны события. Что-то вас подводит, правда, к итогу. 20-й старший аркан — возрождение. Да, тут будет очень много эмоций. Здесь мы можем сами где-то, безусловная карта говорит, что это вот ваша сила ваших желаний. Она способна творить чудеса. Но ведь эта карта не предусматривает повторение пройденного сценария, мои дорогие. Здесь, как знаете, нам нужно на что-то решиться. Это всегда пороговое значение между прошлым и будущим. Не оглядывайся назад. Сам ангел трубит о возрождении. Мои дорогие весы, вам тут надо на что-то решиться. Или решить что-то, правда. К этому будут возможности и предпосылки, это точно. Но, видимо, есть и риск, что мы можем этого не заметить. Что ждет еще? Вот вовремя, я бы сказала, даже заметить, потому что, смотрите, 20-й старший аркан, а здесь как будто 8 жезлов, и каждый жезл с крыльями летит. Мы часто говорим, что это как потоковая, быстрая какая-то информация, я имею в виду под словом потоковая, со значением немного неожиданное, не в том ключе, как мы предполагали, не таким образом, как мы этого ожидали. Вот, наверное, в этом как раз и заключается возможность, и также активность, и многозадачность. Может быть, знаете, как все текло в каком-то, ну, таком размеренном темпе, и вдруг, а такое может быть в течение декабря, у нас даже могут быть такие периоды, когда в районе 10-12 больше декабря нам может казаться, что все стало на паузу, или вопрос не решается, или нам могут даже что-то подобное сообщить, или когда, ну, какая-то тема, она словно тоже зависла. И мы можем так вот, знаете, нас накрывает, нам кажется, какой-то тупик. Однако уже к 21 числу мы наоборот, как, знаете, убыстряются события, или мы можем получить какую-то итоговую бумагу, какой-то важный документ, или услышать итоговую новость. Тут может быть тоже такой судьбоносный момент. И вот получается, что у нас даже скорость нашей жизни меняется. Сама скорость тоже идет по этой карте, мои дорогие. Как будто ускорение, темп жизни ускоряется. И вы тоже набираете темп. Но это действовать придется как-то альтернативно. Потому что вот сидели мы как будто, да, и мы тут ничего уже, может быть, это вот 3 карты нам как раз и говорят где-то об этом переходе. Между 12, ну, плюс-минус пару дней, и 21, что ничего не происходит, да, чего-то мы тут ждем. И вообще даже уже не предполагаем, что какой-то прогресс может быть. И вдруг происходит, тем не менее, какая-то возможность, которая значительно оказывает влияние и на наше качество жизни, и на наш темп, самое главное, жизни. Может быть, вам буквально придется быстро собраться и куда-то съездить. Я не говорю, что далеко. Или, может быть, какой-то проект, ведь обратите внимание, как бы переезд карта предрасполагает к этому, да? Или пусть даже короткую какую-то дорогу. А здесь у вас жизненный путь или ключ. И я говорила, что для кого-то это далекая дистанция, может быть. Все же мы все разные. И, может быть, куда вы даже далеко собирались. Здесь как-то сроки уплотнятся. Словно сначала они удлинялись, а потом происходит что-то или какое-то событие, приход информации, и это все добавляет скорости, темпа и вам самим, ну и каким-то внешним, может быть, событиям, когда свой график жизни придется пересмотреть. Знаете, есть колоды, где это даже карта называется трансформация. Вот какой-то такой трансформационный скорый период для кого-то из вас в жизни тоже может быть. Ну, так а к чему это все идет, интересно, в декабре, мои дорогие? Баланс придется держать. Вы знаете, вот по этой карте, это ведь мечта, по сути дела. Девочка, которая изображена нам на карте, по тоненькой жердочке, вот она баланс как раз пытается держать. Она идет по направлению к бабочке. Казалось бы, что такое бабочка? Но мы можем, конечно, добавить тут значение как эффект бабочки физики, да,
когда тут есть элемент неожиданных каких-то совпадений. Его величество случай, неожиданная информация. Ну, это если согласно физике, от взмаха крыльев бабочки даже на другом конце континента, тем не менее, пространство, оно как преломляется, и это где-то эхом доходит до нас. Может быть, это и будет какая-то внешняя новость, которую вы слышите в средствах массовой информации. Понятно, что это не лично на вас направлено, но сообразно вашим планам это каким-то образом нужно учитывать. И нам придется держать баланс, как минимум пару шагов вот так вот сделать. Баланс имеется в виду и дипломатия, мои дорогие. Вот сам по себе баланс тут прописан, но ведь тут еще, понимаете, такое значение, как подсказка, игра. То есть вся жизнь, да, как по словам классика, вся наша жизнь игра. И когда мы к чему-то относимся, знаете, именно с позиции как игриво, мы не ставим табу, или мы не говорим себе должен, или какие-то жесткие рамки, а мы понимаем, что нет, тут именно что-то вибрирует. И, видимо, с теми событиями, которые вибрируют вокруг вас, вам как будто тоже нужно держать баланс, потому что каким-то образом и лодка нам изображена. Это как новый путь, мои дорогие, но это двойка Земли. Мы должны как бы вот себя в каком-то пункте наших, может быть, желаний или какие-то вы тут видите для себя, мои дорогие, перспективы, может быть, и по деньгам, может быть, действительно, ради осуществления какого-то более крупного плана вам буквально быть аккуратным с деньгами придется. Пусть не в этой колоде, но двойка земли иногда говорит, пробуй что-то. Пробуй, пока не получится или не надоест, и дает совет. Пусть немножко не в этой колоде, но все же давайте соединим. Вот тоже легкость на подъем. Мы как будто пробуем, и через опыт к нам приходят эти возможности. Или более ясное понимание, стоит нам продолжать какой-то проект или нет. Вот здесь может быть такая ситуация дуальности выбора, а как будто вот прям сию секунду в декабре, тем не менее, еще пока мы не выбираем, пока мы балансируем, мои дорогие. Это с чем связано? С деньгами или с чем-то с другим? А вы знаете, у вас завершается какой-то очень сложный период жизни. Любая карта тройка – это всегда карта будущего. Тройка воздуха. И это всегда грусть, это потеря. Но в этой колоде это выздоровление. Но я и часто вообще употребляю, кто смотрит мои расклады, я всегда говорю, что вот это, как сгусток боли, он был прежде. Какое-то разочарование, предательство, когда, ну, что-то вы, знаете, как будто руки связаны, не могли действовать. Ну, это иносказательно, но, может быть, это та душевная какая-то глубокая рана, о которой вы не расскажете никому, но она вас вроде как сковывала какое-то время, и вы даже в каком-то обездвиженном состоянии находились. Но вот по этой карте это сегодня уже мы можем словно выплакать это горе. Обратите внимание, два ангела, как я говорила, не в каждой карте изображения. Так вот тут нам приходится между прошлым и будущим и еще где-то сохранять баланс именно в декабре. Но периодически нас как будто может накрывать вот какая-то сильная эмоция или воспоминание о прошлом. Именно связано, может быть, с какими-то нашими потерями, или пусть это будут потери у кого-то, ну, о не сложившихся отношениях, или о даже предательстве со стороны другого человека, или пусть это будет касаться даже работы. Когда вы проделали какой-то и прошли очень весомый жизненный этап, но даже по части вашего, как бы самовыражения, да, ваших планов, достижений, что-то тоже не срослось. И все-таки нам карта говорит, ты себя прости. Может быть, ты где-то тоже допускал ошибку. Это карта, когда мы себя прощаем тоже. Мы прощаем и остальных, мы прощаем себя. И ведь по этой карте уже нет эмоций. Они нас оставляют. Вот, может быть, тогда и выздоровление наступает, когда какая-то прошлая ситуация нас не цепляет эмоционально. Нам тогда легче идти вперед. Что ждет или с кем или с чем будут связаны события будущего? Вы знаете, даже если какая-то прежняя история у вас любви была не со знаком плюс,
то по рыцарю кубков здесь точно будет что-то вдохновлять. Новые люди будут приходить в вашу жизнь, новые знакомые. Может быть, поэтому карта и говорит: ты прощай и отпускай. Свято место, как известно, пусто не бывает, поэтому уйдут прежние разочарования, уйдут и прежние, может быть, какие-то персонажи в той или иной сфере жизни, придут новые люди в твою жизнь. И вот это место, оно может быть, которое долгое время как было закрыто, пока вы думали о каком-то конкретном деле или о каком-то конкретном человеке. Вот в декабре месяце словно освободиться и от этих разочарований, и от этих тягостных дум, иными словами, выздороветь. И карта романтики, карта, да, эмоций. Где-то нам карта тоже говорит: не драматизируй, потому что что-то доброе, хорошее идет в твою жизнь. Это может быть карта связана даже с каким-то новым знакомством, но тогда карта говорит: не беги впереди паровоза. Вот просто вдохновись моментом. Еще пока не строй каких-то романтических, сентиментальных отношений с новыми людьми на далекую перспективу. Нет, не пытайся как будто что-то укрепить или что-то фундаментировать. Сейчас этому точно не время. А вот выздороветь, мои дорогие, словно тут вот этот баланс вам помогает. Ну, может быть, и какой-то человек буквально. Пусть это будет кратковременное знакомство, общение, но, значит, вдохновение, какую-то порцию, долю вы дарите ему, а он вам. И, значит, пусть на короткий промежуток, но вы даже нужны друг другу. Но то, что радостные новости, они будут, это точно. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы, а я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, я оставляю ссылки в описании под видео, и у меня там есть и планетарные гороскопы, там есть у меня и статьи по психологии, я думаю, каждый из вас найдет то, что наиболее вам интересно, а я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.